Сначала достаем прививочную рамку из семьи, которая занимается маточным молочком. Аккуратно убираем пчел. Порода миролюбивая, поэтому можно работать без маски, без сетки. Стряхивать пчел, тряся рамку, нежелательно, потому что маточное молочко может сболтаться в мисочках. Не совсем удобно его будет доставать. Кроме того, личинки могут перемешаться с маточным молочком. Они будут не на поверхности. Поэтому аккуратно все это крылышком убираем, всех пчелок. Все, готово. Сейчас пойдем домой и будем собирать маточное молочко. Для сбора маточного молочка нам понадобится шпатель, инсулиновые шприцы на 1 мл и шприц медицинский на 5 мл. Убираем отстройки восковые у мисочек. При работе с маточным молочком используем перчатки, медицинскую маску и шапочку для волос, как и при работе с любыми пищевыми продуктами. После того, как убрали восковые надстройки, нужно из каждой мисочки убрать личинок. Вот такие маленькие личинки. Если бы мы эти открытые маточники оставили в семье, то через пару дней пчелы бы их запечатали, и в дальнейшем из них вышли бы матки, будущие пчелиные королевы. Но мы этот процесс прерываем, чтобы собрать драгоценное маточное молочко. Я собираю маточное молочко через 2,5-3 суток после прививки, то есть когда личинка достигнет 3-дневного возраста. Теперь достаем одноразовый медицинский шприц. Я беру на 5 мл, чтобы быстрее его расфасовать по 1-мл шприцам. Теперь шпателем вынимаем вот так вот маточное молочко одним движением. Специальные мисочки для сбора маточного молочка удобны тем, что можно вот так вот быстро выбирать маточное молочко, не повреждая сами мисочки. Дело в том, что потом эти мисочки снова будут использоваться для прививки личинок и постановки в безматочную семью. В научной литературе по апитерапии сказано, что маточное молочко является мощным иммуномодулятором. Кроме того, оно активизирует и ускоряет регенерацию клеток, отлично помогая восстановлению организма после операции, болезни или химиотерапии. Также маточное молочко оказывает тонизирующий эффект, нормализует гормональный фон. Некоторые используют его при проблемах с лактацией. И аккуратно перекладываем из 5-мл шприца в инсулиновый. Все нужно делать быстро, чтобы до минимума сократить нахождение маточного молочка вне мисочек и морозилки. Я стараюсь собирать маточное молочко так, чтобы оно буквально пару минут находилось вне мисочек.
сразу же вот эту партию собранную кладем в морозилку на глубокую заморозку, чтобы маточное молочко получилось нативным, то есть неповрежденным и свежезамороженным. На один курс приема необходимо 4 мл маточного молочка, то есть 4 1-мл шприца. Продолжительность приема 1 месяц, то есть один шприц рассчитан примерно на 7-8 дней. У таких инсулиновых шприцов имеется удобная шкала на 40 делений, а значит в один день нужно использовать примерно 5 делений. Принимать нужно один раз в день, утром натощак, до еды, под язык и рассасывать во рту. Хранить в морозилке, ни в коем случае не допуская размораживания. Если разморозили, то замораживать повторно уже нельзя. А для приема нужно переложить шприц в холодильник, чтобы разморозить и держать там охлажденным.